Столкновение авиалайнеров над Нью-Йорком. 16 декабря 1960 года столкнулись самолеты Douglas DC-8 и Lockheed L-1049. Первый авиалайнер рухнул на территорию района Парк-Слоуп в Бруклине и загорелся. Его обломки лишь чудом не попали в деревянные дома и школу. Второй упал на Статен-Айленд, как отмечал один из очевидцев. В результате столкновения самолетов и пожара на земле погибло 134 человека, 128 пассажиров с членами экипажа и 6 человек на земле. Оставалось чуть больше недели до Рождества, и потому американцы были заняты предпраздничными хлопотами. В тот пятничный день небо с утра было затянуто облаками, падал снег с дождем. Около 10 часов утра над головами нью-йоркцев раздался рев самолетных двигателей. Один из самолетов летел так низко, что можно было разглядеть лицо второго пилота. Два рейса не должны были встретиться в воздухе. Дуглас с 76 пассажирами на борту следовал из Чикаго в аэропорт имени Джона Кеннеди. А Lockheed выполнял рейс из Дейтона с остановкой полета через Колумбус, штат Огайо, а затем летел в аэропорт Ла-Гуардия в Квинсе. На борту самолета было 39 пассажиров. Незадолго до планируемой посадки, в 10 часов 21 минуту, командир Дуглас сообщил об отказе второго навигационного приемника. Это осложняло ориентирование в пространстве в условиях полета по приборам. Одновременно к приземлению готовился Lockheed. Неожиданно на экране радиолокатора в Нью-Йоркском центре управления воздушным движением появилась засветка, направлявшаяся ему наперерез. Его увидел диспетчер. Он попытался предупредить экипаж, хотя и не был до конца уверен в угрозе столкновения, радары того времени не отображали высоту. Диспетчер ошибочно принял Дуглас за истребитель с авиабазы Миллер-Филд, мимо которой в тот момент пролетал Lockheed. Данное предположение он и вынес в эфир. Самолету Lockheed было предложено повернуть направо. Однако подтверждение команды от экипажа диспетчер так и не получил. В течение нескольких минут он безуспешно пытался связаться с кабиной пилотов. В свою очередь, экипаж Дуглас ошибся с координатами, переданными на Землю. Он доложил о подходе к Престону, хотя уже был далеко за ним. В 10 часов 33 минуты в 18 километрах к северо-востоку от указанной точки у западной оконечности авиабазы Миллер-Филд Дуглас на скорости 557 км в час и высоте 1600 метров протаранил Lockheed. Реактивные двигатели пробили фюзеляж Дуглас. Повреждения Lockheed оказались более серьезными, и через мгновение он упал на землю, в то время как второй авиалайнер летел с горящим крылом. В последний момент пилотам Дуглас удалось увести его от здания школы. Правым крылом он врезался в церковь и взорвался. Левое крыло вошло в жилой дом, оторванный хвост упал на перекрестке. Как написали на следующий день газеты, последствия могли быть еще более серьезными, поскольку на траектории Дуглас находились две автозаправки, авиалайнер лишь каким-то чудом их не протаранил. Примерно в 10 часов 40 минут один из фотографов шагал на работу по территории Парк-Слоуп. Он увидел падение Lockheed, выхватил свой аппарат и сделал первые снимки с места трагедии. Жители Нью-Йорка сразу же отреагировали на случившееся. Около 200 пожарных, полицейских и добровольцев из Красного Креста, а также бойскауты бросились на место происшествия. Больницы отправили в Миллер-Филд машины скорой помощи. Для транспортировки раненых прибыл военный вертолет. Однако спасать оказалось некого. В
крушении выжил лишь один пассажир, 11-летний пассажир Стивен Балц. Он летел один в Нью-Йорк, чтобы встретить вместе с семьей Рождество. Когда самолет разломился на части, мальчика выбросило в сугроб. Прибежавшие жители быстро сбили с него пламя. Его экстренно госпитализировали. В больнице он пришел в себя и успел рассказать все, что запомнил о моменте, предшествовавшем катастрофе. И все же повреждения Стивена Балца оказались слишком серьезными, чтобы надеяться на выздоровление. После трагедии он прожил только сутки, скончавшись от пневмонии, вызванной ожогами легких. На земле погибли 6 человек: 90-летний смотритель церкви, убиравший снег дворник, 2 торговца рождественскими елками, продавец в магазине и врач, выгуливавший собаку. При расследовании авиакатастрофы впервые были изучены данные черных ящиков. Итоговый отчет выпустили летом 1962 года. Эксперты пришли к выводу, что Дуглас при выполнении захода на посадку пересек разрешенные границы, выйдя из отведенного ему воздушного пространства. Причиной этого стала высокая скорость самолета при подходе к Престону в сочетании с изменением разрешения, сократившим расстояние по маршруту на 18 километров.